Всем привет! С вами Даша, и вы на самом кофейном канале Кофеек. Мы продолжаем с вами беседовать о способах приготовления кофе дома. И сегодня героиней нашего ролика будет гейзерная кофеварка, или как ее еще называют, мока. Если говорить простыми словами, то гейзерная кофеварка – это извержение кофейного вулкана. И принцип работы гейзерки достаточно прост. Вода под давлением пара проходит через фильтр с молотым кофе, вбирая его вкус и аромат. В позапрошлом году я летала в Италию и заметила очень интересную вещь. Как это ни странно, именно гейзерная кофеварка пользуется огромной популярностью среди местных. К сожалению, я летала только с ручной кладью, поэтому взять ее с собой как сувенир я не смогла. Но купила ее здесь, в Киеве, по приезду домой, и она оказалась не хуже итальянской. Итальянская компания Bialetti начала массовое производство гейзерных кофеварок в далеком 1933 году. И это было просто настоящее спасение для итальянцев, поскольку в 30-е годы из-за экономического кризиса возможности ходить в кофейни, к сожалению, не было. Но зато они могли с помощью такого прекрасного атрибута приготовить вкусный кофе дома, такой же, как и в кофейнях. И только представьте, что мока Экспресс Bialetti попала в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная кофеварка в мире. Как же выбрать гейзерную кофеварку? Я обращаю внимание на несколько критериев, и одним из основных является размер, поскольку гейзерные кофеварки бывают разных объемов, и они рассчитаны на определенное количество порций. Материал гейзерки. Гейзерные кофеварки бывают из алюминия, они очень легкие и недорогие по цене, но у таких кофеварок есть существенный минус. При приготовлении первых порций вы можете почувствовать специфический вкус. Также есть гейзерные кофеварки из нержавеющей стали. Это универсальный вариант, плюс их можно мыть в посудомоечной машине, и никакого специфического вкуса в напитке вы не почувствуете. И еще один материал для гейзерной кофеварки – это керамика. Они, конечно, очень хрупкие, но имеют классный дизайн. Обратите внимание на способ подогрева. Есть классические гейзерные кофеварки, которые подойдут для дома, где есть плита. Но за такими кофеварками нужно следить, чтобы кофе не подгорел. И есть еще один вариант – электрические гейзерки. Они идеально впишутся там, где плиты нет, например, в офисе. Если вы все еще думаете, где же можно купить качественную гейзерную кофеварку, ответ очень простой. Переходите на наш сайт кофеек.com.ua, ссылочка, конечно же, будет в описании под видео. Там вы получите профессиональную консультацию о том, как выбрать гейзерную кофеварку и, конечно же, идеальный кофе. По своему опыту скажу, что у гейзерной кофеварки очень много преимуществ. Простота и удобство приготовления напитка. Очень вкусный кофе без осадка. Также гейзерка занимает минимум места на кухне, что позволяет взять ее в принципе куда угодно. Прежде чем мы приступим к приготовлению напитка, давайте же с вами посмотрим, какая же гейзерная кофеварка внутри. Она состоит у нас из верхнего резервуара, воронки фильтра и нижнего резервуара. Нижний резервуар – это основание кофеварки. Именно сюда мы будем заливать воду. Воронка-фильтр – часть, куда мы засыпаем кофе. Воронка устанавливается в горлышко нижнего резервуара. Ее носик находится на расстоянии примерно 6 мм от дна резервуара. Во время приготовления кофе горячая вода поднимается через носик и попадает в чашу с молотым кофе. В верхнем резервуаре мы получаем уже готовый кофе. Его основание представляет собой воронку, перевернутую носиком вверх. Под входным отверстием воронки находится съемная пластинка фильтра, которая не дает частичкам кофе попасть в готовый напиток. Также обращайте внимание на уплотнитель, поскольку в случае его пересыхания гейзерная кофеварка будет разгерметизирована и не приготовит вам вкусный кофе. И приступаем к приготовлению кофе в гейзерной кофеварке. Нам понадобится непосредственно гейзерная кофеварка, водичка, кофе среднего грубого помола, это очень важно, я сделала помол уже заранее, и в моем случае горелка.
Я рекомендую делать помол кофе самостоятельно, поскольку свежемолотый кофе раскроет вкус напитка и сделает его более ароматным. Но если у вас нет такой возможности, вы можете взять просто молотый кофе. Но очень важно, как я уже и говорила, помол кофе должен быть не мелким, а средне-грубым. Такую пачку Файндури вы можете заказать на нашем сайте. Откручиваем нижний резервуар. Вынимаем фильтр и наливаем воду до внутренней метки. Вставляем фильтр в гейзерную кофеварку и наполняем его примерно на 3/4 молотым кофе. Это 3 столовые ложки. И немножко разравниваем кофе. Закручиваем верхний резервуар. И ставим гейзерку на огонь. Теперь ждем, когда верхняя часть моки наполнится жидкостью. Когда это произойдет, необходимо снять девайс с плиты и разлить напиток по чашкам. Верхний резервуар у нас уже наполнился жидкостью. Мы слышим, как вода начинает бурлить. Снимаем гейзерку с огня и наливаем напиток в чашку. И последний этап. Мы даем нашему девайсу остыть, убираем остатки кофейной гущи из фильтра и очищаем гейзерную кофеварку моющим средством или же раствором пищевой соды. Все предельно просто. Теперь вы знаете, как приготовить идеальный кофе в гейзерке. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!